Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Я хочу поздравить вас с Новым годом, уже скорее всего наступившим у вас, и пожелать вам в этом году обязательно здоровья и хорошего настроения. И будет нам всем счастье от этого. Возможно, покажется, что это немножко банальное пожелание, но в этом году я поняла, что это самое важное, потому что здоровье дает много энергии, а это всегда хорошее настроение, а это, в свою очередь, поможет нам пережить вообще любые события. Да, этот год, 2024, прошедший, я имею в виду, он был у меня не самый простой. И я сделала единственный вывод, что может произойти то, что мы совершенно не ожидаем. И главное — иметь здоровье, много энергии, хорошее настроение, чтобы это преодолеть, пережить. И опять же, друзья мои, когда происходит что-то хорошее, но довольно грандиозное, какая-то прекрасная перемена в жизни, это тоже требует очень много энергии. Поэтому здоровья, хорошего настроения и вот этого внутреннего ощущения наполненности — это и есть счастье. А мы с вами, конечно же, сейчас распакуем аромат, в котором я буду на Новый год. Gucci Bloom Ambrosia de Fiori. В 2021 году, точнее с 21 на 22, я завела себе традицию распаковывать новый аромат и встречать в нем Новый год. Я возвращаюсь к своей традиции. Обещаю вам, что каждый год мы будем распаковывать новый аромат, в котором встречать будем наступающий Новый год. Ой, сколько раз я сказала год и новый, да? Ну, а что делать? Все-таки это новогоднее видео. Имею право. Все, давайте, друзья, распакуем. Напишите, есть ли у вас какие-то традиции новогодние или, может быть, не новогодние, которые вот именно лично ваши или вашей семьи, которые, ну, не то, что, да, вы соблюдаете вот все, которые есть. Конечно же, оливье на новогоднем столе, например, у нас будет, знаете, что у нас будет энсалада руса. Это что-то похожее на оливье, и он продается во всех магазинах в Испании. Просто вообще разные магазины по-разному готовят этот салат. Ну, в смысле, не прям совсем по-разному, ну, какие-то вкуснее, какие-то нет. Вот. И разница с оливье в том, что там нет ни колбасы, ни мяса, там есть тунец консервированный, нет горошка, нет огурцов соленых, маринованных, там есть вместо этого оливки, но все остальное, там картошка, яйцо, майонез, что там еще, ну, в общем, вот это вот все, оно там есть. И по вкусу оно очень похоже, но сами испанцы, ну, не все, я у двоих спрашивала, они говорят, что те, кто пробовали оливье и энсалада руса, им даже вот оливье нравится больше. Мне энсалада руса нравится, потому что там тунец, а я не ем мясо, только поэтому. Так, друзья мои, Gucci Bloom Ambrosia de Fiori. Я этот аромат тестировала, это не покупка вслепую, господи, ну какой красивый флакон. Вот так классно, когда тебе нравится и сам аромат, и флакон. Это белоцветочный аромат. И знаете что? Он, сейчас, внимание, он напоминает Франк Бакле Кокаин, но если бы из Франк Бакле Кокаин убрали всю индольность, все вот эти вот сомнительные верхние ноты, то получился бы вот этот аромат. Он, конечно, причесанный, он однозначно люксовый. Это белые цветы, это жасмин. Какой-то есть еще свежий такой белый цветок. И как будто бы эти цветы, они вот прямо сейчас на кусте, вот эти маленькие жасминовые цветочки, прям вот как будто пыльца. Мне как аллергику пыльца может, конечно, пугать, но в парфюмерии это ощущение мне очень нравится. Да, прям цветущий жасминовый куст. И чувствуется вот эта вот зелень, тоже здесь такая сочная. Но ни в коем случае она не терпкая, то есть это не зеленые ноты, это именно вот вместе с цветком придает ему ощущение свежести.
И есть в аромате древесная база. Мне даже здесь чувствуется какой-то теплый, возможно, сандал, что-то теплое в аромате в базе есть. Есть ощущение натуральности этого цветка и прям его сочности. Есть сладость в аромате, но она вот не какая-то откровенная, например, ванильная или медовая. Нет, это вот цветочная сладость, когда вдыхаешь аромат и чувствуешь, что он тебя окутывает такой мягкой, нежной сладостью. И очень подходит этому аромату название амброзия. И, ой, в глаз попало. И на самом деле, мне кажется, этим ароматом вот можно поливаться. Он очень деликатный, он интеллигентный. Я говорю, он такая выглаженная, причесанная версия Франк Бакле «Кокаин». Кокаин я вот вообще никак не могу на себе носить. Я понимаю, что, возможно, если вот эти верхние ноты уходят, то остается вот эта вот красивая белоцветочность, но эти верхние ноты, они просто сразу же меня как-то отпугивают. Напишите, если вы любите. Я знаю, что есть люди, которые не чувствуют вообще этой ужасной дольности, или она слетает, может, горячая кожа, или получают комплименты на этот аромат. А мне вот всегда нравилось, когда блоттер там полежит, я не знаю, 4 дня, вот этот верх весь уйдет, и остается белоцветочность, она мне всегда нравилась. Но я понимала, что я в жизни не смогу нанести этот аромат на себя. А вот здесь как раз-таки та самая остаточная, красивая белоцветочность. Мне кажется, что этот аромат прям 100% женственный. Я не очень себе представляю, что мужчина захочет пахнуть вот такими нежными, такими откровенными белыми цветами, в том смысле, что тут нет никакой ноты, да, которая бы придавала этому аромату оттенок какой-то брутальности, да, какой-нибудь, не знаю, специи, ничего такого. Ой, ну вот, друзья, распаковали мы аромат. Я вас поздравила с этим прекрасным праздником. Честно говоря, я не особо верю в приметы в целом, да, но бывает, что вот если я в какую-то примету поверила по какой-то причине, не знаю, мозг не успел подкинуть рациональные аргументы против, и я поверила, и она у меня начинает сбываться. И вот одна из них — это как встретишь Новый год, так его и проведешь. И прошлый Новый год у меня был просто фатальный. Знаете, даже когда, если кто не знает, в Валенсии, вот в том городе, где мы живем, было наводнение, и вот эта ночь, наводнение началось днем в некоторых городах, и потом оно приходило в следующие, и в наш оно пришло уже к ночи, и мой муж застрял в другом городе, пропала связь, и я всю ночь была одна с котиками, слава богу. И вот те эмоции, которые я испытывала, вы понимаете, да, что это очень такие яркие, тяжелые эмоции. И такие же эмоции я испытывала в новогоднюю ночь, точнее уже где-то там часов с 2. И даже целый год мне казалось, что да, нет, вроде ничего не произошло. А вот в конце октября, 29 числа, было наводнение. Вот это вот все и началось, потому что потом неделю-две, я уже не помню сколько, мы, конечно, с этими последствиями со всеми столкнулись, но они и сейчас там продолжаются, точнее, люди работают, пытаются их устранить, но это все надолго. Вот. И я желаю вам, я желаю себе хорошо провести этот Новый год, быть с хорошим настроением обязательно. Вот просто для того, чтобы следующий год у вас был тоже хороший. Я не знаю, верите в эту примету или нет,
Вот. Но в любом случае хорошее настроение, оно никому не мешает. Я понимаю, что иногда есть что-то, что просто очень сложно, да, себе создать и себя заставить как-то настроиться хорошо. Но без этого ничего не произойдет. Точнее, но без этого будет сложно изменить что-то в своей жизни в позитивном ключе. Вот такое вот у меня получилось философское поздравление. Я считаю, что это важно, это нужно поделиться с вами, и может быть, это кому-то будет полезно, и кому-то это поможет. Новый год часто и веселый праздник, для кого-то это вообще обычный день, но для кого-то это может быть и грустный праздник, потому что подводишь итоги, вспоминаешь какие-то события, и хочется найти в этом позитив и свет. И я для себя его правда нашла. Я правда нашла. Для меня этот год был таким тем самым дном, от которого оттолкнуться и только идти, так сказать, вверх, всплывать и плыть в лучшую жизнь. Вот, друзья, все. Я благодарю вас, что вы были со мной сейчас, что вы были со мной целый год. Я желаю вам хорошего настроения, обязательно быть счастливыми и здоровыми. Все, всех с Новым годом, всем счастья, всем пока-пока.